В древние времена представители коренного населения, обитавшего на территории Перу, поклонялись этому животному и часто изображали его в качестве всемогущего божества. У ацтеков наш сегодняшний гость был связан с божеством Тецкатлипокой, богом ночи, колдовства и войны. У майя он ассоциировался с тьмой. А какая была история любви Сальвадора Дали к своему питомцу Бабу, с которым знаменитый художник был неразлучен, беря его с собой во все свои путешествия. Как вы думаете, кто бы мог стать идеалом для художника? Встречайте оцелота, одного из самых ярких, интересных, красивых, но к радости самого кота недостаточно изученных представителей так называемых малых кошек. Латинское название оцелота переводится как «подобный леопарду», а он и на самом деле напоминает маленького леопарда. Оцелотов можно встретить только в Америке, а если точнее в Центральной и на севере Южной, и на некоторых латиноамериканских островах, в Техасе и на юге Аризоны, в Америке Северной. Обитают эти кошечки в основном в тропических лесах, избегая открытой местности. Внешне оцелот похож одновременно на крупную кошку с длинным хвостом и на небольшого леопарда. Длина тела у оцелотов достигает 140 сантиметров вместе с хвостом, высота 50, а вес от 10 до 16 килограммов. На шее вокруг плеч пятна переходят в полосы, на лапах в точки. На обратной стороне ушек у оцелота находятся белые круглые пятна, которые помогают ему обманывать врагов, чтобы те не заходили со спины. Их называют ложные глаза. Также эти глаза помогают котятам не теряться, когда они бегут за мамой. Шкура оцелота долгое время была популярным товаром. В прежние времена его мех рассматривался как обладающий высокой ценностью. Мех оцелота, кстати, очень гладкий. И в результате бесчинств обезьяноподобных сотни тысяч оцелотов были убиты за обладание их шкуркой. Этот представитель семейства кошачьих был классифицирован как один из уязвимых исчезающих видов и находился в этой категории аж до 1996 года. Сегодня охота на оцелота, а также продажа любых продуктов, изготовленных из него, строго запрещена. Кстати, пятна на шерсти оцелота настолько уникальны, что каждая кошка имеет свой индивидуальный узор, как у людей, например, отпечатки пальцев. Все дикие кошки родственны оцелотам, а их много, обладают похожим пятнистым мехом. Они все отличаются крайней гибкостью и относительно небольшими размерами. Оцелот среди них является самым крупным. Всего существует 9 подвидов оцелота. В их число входят и такие животные, как кошка Жофруа и Маргай, которые являются эндемиками Южной и Центральной Америки. Оцелот – мастер маскировки. Его пятнистая шерсть помогает идеально сливаться с окружением в густых джунглях или на кустарниковых равнинах. Он охотится по ночам, тихо подкрадываясь к добыче, используя невероятную ловкость и зрение, острое даже в темноте. Эта уменьшенная версия леопарда ведет в основном ночной образ жизни. Во время дневной жары он любит прятаться в дуплах деревьях, и время от времени он даже может пустить на свое лежбище другого оцелота, того же пола. Кроме того, оцелоты живут поодиночке и очень привязаны к своему ареалу. Они будут яростно бороться, иногда вплоть до собственной гибели, защищая свою территорию от чужаков. Самцы обычно занимают территорию до 46 квадратных километров, а самочки до 15. Несмотря на отличные способности залезать на деревья и камни, охотятся оцелоты в основном на земле. Это плотоядный хищник, который охотится на множество животных, от мелких грызунов и птиц до рыб и даже обезьян. Оцелот умеет плавать и не боится воды, что дает ему преимущество в охоте на водных животных. Кстати, один из самых необычных фактов про оцелота – это его зрение. Оцелоты обладают способностью видеть под водой. Это крайне редкое явление среди кошачьих. В отличие от большинства своих сородичей, которые избегают воды, оцелоты не только хорошо плавают, но и используют зрение для охоты на водных обитателей, таких как рыба
или лягушки. Их адаптация к водной среде и уникальное зрение делают их удивительно универсальными охотниками, способными охотиться как на суше, так и в воде. Также оцелоты обладают высоким уровнем интеллекта среди кошачьих. Они могут запоминать пути и привычки передвижения своих жертв и использовать это знание в охоте, что помогает эффективно подкрадываться и нападать. Этот навык особенно важен в условиях плотных лесов, где каждое действие требует точности. Маленькие леопарды, как и многие другие кошки, общаются через запахи. Они метят свою территорию, оставляя секреты из желез, чтобы сообщить другим о присутствии или о своем статусе. Они используют различные тактики метки и регулярного патрулирования, что говорит о высоком уровне пространственного мышления и способности помнить свои владения. А еще эти хитрые охотники обладают способностью использовать звуковую маскировку. Они могут имитировать звуки своей потенциальной добычи, чтобы заманить ее поближе. Это демонстрирует высокую степень когнитивного контроля над своим поведением и понимания того, как можно манипулировать окружением. Как мы уже сказали, оцелот, подобно большинству кошачьих, ведет одинокий образ жизни. Животные встречаются только для любви, которую они хотят в равной степени круглый год, потому что живут в теплом климате. 2,5 месяца спустя встречи оцелота и оцелотши на свет появляются 1 или 2 котенка. По сравнению с другими небольшими по размерам представителями семейства кошачьих, котята оцелота растут довольно медленно. Они весят около 250 грамм при рождении и открывают глаза только через 18 дней после появления на свет. Котята оцелота пьют молоко в течение 7 недель, а покидать логово начинают в возрасте приблизительно 3 месяцев, но остаются с матерью до 2 лет, прежде чем отправятся завоевывать свои собственные территории. Несмотря на их охотничьи способности, молодняк по неопытности может стать жертвой более крупных хищников, таких как ягуары или зубастые аллигаторы. Оцелоты сочетают в себе грациозность и жесткость, они одни из самых эффективных ночных охотников среди кошачьих. В настоящее время эти кошки классифицируются как вид, вызывающий наименьшее беспокойство. Однако их положение варьируется в зависимости от конкретного региона. В некоторых местах они считаются уязвимыми или даже редкими, как, например, в США. Оцелоты живут в неволе до 20 лет и, надо сказать, весьма неплохо приручаются. Однако в содержании домашнего леопарда есть некоторые особенности. Этот котик весьма привередлив к пище. Кормить его нужно только мясом и яйцами, потому что он облигатная киса. Это значит, что их рацион в дикой природе практически полностью состоит из мяса, и они физиологически зависят от животного белка для выживания. Так что подумайте, хватит ли у вас денег на мясо для домашнего леопарда? А вы бы завели дома такого красивого и жестокого котика? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!